13 июня 2008 года. Пятница. Раннее утро. На фешенебельных курортах Испании, Мальорке, Малаге и Аликанте разрывают сирены. Более 300 агентов национальной полиции и вооруженного спецназа одновременно берут штурмом десятки элитных особняков. То, что найдут следователи внутри, шокирует даже видавших виды европейских борцов с мафией. 23 автомобиля сверхпремиум-класса, 2 роскошные яхты, сотни тысяч долларов и евро наличными, спрятанными в сейфах. И даже подлинник Сальвадора Дали 1949 года. В один день полиция заморозит более 500 банковских счетов, на которых осядут десятки миллионов евро. Эта беспрецедентная облава войдет в историю криминалистики как «Операция Тройка». Испанская пресса будет ликовать. Арестованы высшие руководители легендарной Тамбовско-Малышевской ОПГ. Но когда аналитики антикоррупционной прокуратуры Испании начнут расшифровывать тысячи часов телефонных прослушек, их ликование сменится ледяным ужасом. Они поймут, что арестовали не просто ракетиров из 90-х. Они случайно вскрыли теневое правительство Российской Федерации. Людей, которые назначали федеральных министров, решали судьбы миллиардов долларов на Уолл-стрит и владели долями в личном банке высшего руководства России. Сегодня мы откроем вам тайны самого скандального уголовного дела в Европе. Вы узнаете, как петербургские братки легализовали 150 миллионов евро через запутанную офшорную сеть, как они купили победу футбольного клуба «Зенит» в Европе. И самое главное, почему, несмотря на чистосердечные признания и горы доказательств, европейская Фемида была вынуждена их полностью оправдать. Это Crime Time.ru. Мы начинаем. Чтобы понять масштаб этой архитектуры, нужно вернуться в бандитский Петербург конца 80-х. Именно там сформировался дуумвират, который позже захватит Испанию. Геннадий Петров – финансовый гений и архитектор политических связей. И Александр Малышев – силовой координатор, лидер одной из самых жестоких бригад того времени. Их путь не был гладким. В 1993 году милиция накрыла их штаб-квартиру – совместное предприятие «Петродин», управлявшее казино. В офисе нашли коробки, доверху набитые черным налом. Петров и Малышев оказались на скамье подсудимых по делу о бандитизме. Казалось, это конец. Но в 1995 году происходит чудо. Главные свидетели обвинения, бизнесмены, которых ракетировали годами, прямо в зале суда вдруг заявляют: «Мы ошиблись, мы перепутали лица». Суд выносит оправдательный приговор. Позже японский партнер Петрова даст показания испанским следователям. Для этого освобождения мафия собрала гигантский общак на подкуп судей и запугивание свидетелей. Этот сфабрикованный оправдательный приговор мы еще вспомним. Спустя 23 года именно он сыграет роковую роль в Европе. Поняв, что хранить капиталы в России небезопасно, в 1996 году лидеры синдиката переносят свою оперативную ставку в Испанию. Геннадий Петров обосновался на острове Мальорка, в элитном поселке Бендинат. Его вилла оценивалась в 20 миллионов евро. Уровень интеграции Петрова в местную элиту был просто насмешкой над правосудием. Знаете, кто был его соседом через забор? Инфанта Пилар де Бурбон, родная сестра правящего короля Испании Хуана Карлоса I. Такое соседство гарантировало абсолютный иммунитет от проверок мелкой местной полиции. Петров ездил на Бентли и оставлял чаевые по 500 евро, культивируя образ эксцентричного русского аристократа. Но за фасадом роскошной жизни скрывалась гигантская финансовая прачечная. Антикоррупционная прокуратура Испании установила: с 1998 по 2007 год группировка отмыла свыше 50 миллионов евро. Для легализации теневых российских доходов была выстроена матрица из 19 фиктивных корпораций. Главной из них была компания Vortep Incor. Если вы прочитаете слово «Vortep» наоборот, вы получите фамилию Петров. Криминальные боссы даже не пытались особо скрываться, чувствуя свою абсолютную безнаказанность. Схема работала как швейцарские часы.
Давайте посмотрим на один из перехваченных эпизодов. Август 2007 года. Офшорная структура Genworth Services переводит $300 тысяч на счет испанской компании синдиката. Деньги мгновенно конвертируются в 215 тысяч евро. Это делается специально, чтобы разорвать долларовый след и уйти от американского финансового мониторинга. Затем средства дробятся. Часть уходит на счета подставных лиц, часть возвращается в Германию как фиктивные кредиты, а остаток инвестируется в скупку элитной земли на побережье. Использовалось все: фиктивные займы между своими же фирмами, оплата несуществующих консалтинговых услуг и мошенническое банкротство компаний. Но чтобы эта система работала бесперебойно, мафии нужен был мост в официальную политику. Этим мостом, согласно 488-страничному обвинительному заключению Испании, стал Владислав Резник, депутат Государственной Думы, член Высшего совета правящей партии и первый зампред комитета по финансовому рынку. По версии испанской прокуратуры, Резник лоббировал интересы Петрова на высшем уровне, получая взамен элитную недвижимость и яхты на Мальорке. Но это была лишь верхушка айсберга. Настоящая бомба взорвалась, когда Гражданская гвардия Испании начала переводить и анализировать прослушанные телефонные разговоры Геннадия Петрова. Следователи поняли, Тамбовско-Малышевская группировка — это не независимый синдикат, это гибридное теневое подразделение российского государственного аппарата. Функциональным ядром этой интеграции выступал Банк «Россия», тот самый банк, который сейчас находится под жесточайшими международными санкциями, как личный кошелек российской элиты. В материалах суда Испании зафиксирован поразительный факт. Геннадий Петров был не просто клиентом. Вплоть до 2003 года мафиози официально владел 27% акций этого банка. Послушайте детали перехвата от 2 июля 2007 года. Петрову звонят из Москвы. Обсуждается проблема. Заместитель председателя правления Банка «Россия» Александр Клишин не может вернуть проблемный кредит на $10 миллионов. И Петров, сидя на вилле в Испании, буднично отвечает, что решит эту проблему, так как знает владельцев. Криминальный босс выступал в роли решалы для макроэкономики целой страны. 30 января 2008 года. Петров разговаривает со своим сыном о заминках с кредитами в другом банке. Петров-старший говорит прямо: «Когда я приеду, я постараюсь встретиться с Юрой Ковальчуком. Наши отношения раньше были очень близкими. Надо их возобновить». Ковальчук — это главный бенефициар Банка «Россия» и соучредитель знаменитого дачного кооператива «Озеро». Квартира жены Петрова в Петербурге находилась в одном элитном доме с резиденциями этих людей. Они были одной кастой. Но синдикат не только решал финансовые вопросы. Из испанских прослушек следовало, что Геннадий Петров работал как теневой отдел кадров правительства России. В отчетах спецпрокурора Испании Хосе Гринды прямо указано: мафия лоббировала назначение Александра Бастрыкина на должность главы Следственного комитета. Более того, Петров систематически оплачивал личные счета заместителя главы СК Игоря Соболевского. Взамен генерал сливал мафии информацию о готовящихся облавах. Как только испанцы арестовали Петрова, телефон Соболевского в Москве был отключен за неуплату. По данным испанцев, синдикат даже приложил руку к продвижению Анатолия Сердюкова на пост министра обороны России. Мафия назначала людей, контролирующих законы и армию ядерной державы. Власть синдиката выходила далеко за пределы классического криминала. Май 2008 года. В Штерихватах полиция слышит, как Петров заранее хвастается купленным результатом полуфинального матча Кубка УЕФА между петербургским «Зенитом» и мюнхенской «Баварией». Петров гарантировал победу российской команды. Когда «Зенит» сенсационно разгромил немцев со счетом 4-0, испанцы передали пленки в УЕФА. Но дело замяли. Функционеры не рискнули ссориться с «Газпромом», главным спонсором турнира. Главным обвинителем по делу «Тройки» выступал испанский спецпрокурор Хосе Гринда Гонсалес. Агенты ФБР называли его работу неумолимой. И система ответила ему
террором. В феврале 2016 года спецслужбы Франции перехватили радиообмен. Криминальные боссы заказали физическую ликвидацию Гринды. Прокурора и его семью взяла под круглосуточную охрану тяжелая полиция. В 2018 году заказ был обновлен. Параллельно на прокурора вылили тонны грязи в сети, сфабриковав абсурдное обвинение в педофилии. Но хуже всего пришлось свидетелям. Главным консультантом испанского прокурора, человеком, который вскрыл схему полного слияния ФСБ и организованной преступности, был бывший офицер спецслужб Александр Литвиненко. Он должен был дать официальные показания в Мадриде. Но за несколько месяцев до допроса он выпил чай с радиоактивным полонием-210 в лондонском отеле. Синдикат обрубал концы. Дело «тройки» должно было стать новым Нюрнбергским процессом над постсоветской клептократией. Процесс длился 10 лет. Были собраны горы бумаг, сотни часов прослушек. Двое обвиняемых, Михаил Реба и Леонид Хазин, пошли на сделку со следствием и официально признали свою вину в участии в ОПГ и отмывании денег. Казалось, приговор предрешен. 18 октября 2018 года судьи Национальной судебной коллегии Испании выходят для оглашения вердикта. Приговор номер 36/2018. Оправданы все 17 подсудимых. Полностью. Как такое возможно? Суд цинично воспользовался лазейкой в праве. Они отвергли даже чистосердечные признания вины, заявив, что раз не доказано происхождение грязных денег в России, то и отмывания в Испании не было. Но главным доказательством невиновности мафии стала официальная справка от ФСБ России. Защита принесла в испанский суд письмо с Лубянки, в котором утверждалось, что господин Петров – кристально честный бизнесмен и в ОПГ не состоит. Испанские судьи приняли эту бумагу как истину в последней инстанции. Оцените масштаб абсурда. Орган безопасности, генералы которого в прослушках числились на содержании у мафии, выдал этой мафии справку о ее невиновности, и Европейский суд с этим согласился. Они также приняли как доказательство тот самый сфабрикованный приговор Петербургского суда из 1995 года. Шизофрения испанского правосудия достигла пика в конце 2021 года. Другой испанский суд отправил за решетку Ирину Усову, родственницу Александра Малышева. За что? За отмывание денег, которые она получала от компании Геннадия Петрова. Тех самых денег, которые 3 годами ранее другой суд признал абсолютно легальными. Операция «Тройка» вскрыла горькую правду. Мы привыкли думать, что мафия — это бандиты, которые прячутся от государства. Но в какой-то момент истории система перевернулась. Мафия больше не воюет с государством. Она покупает его законы, его спецслужбы и его генералов. И как показал суд в Мадриде, западное правосудие бессильно перед теми, кто приходит не с пистолетом, а с неограниченным административным и финансовым ресурсом. А как считаете вы, испанские судьи просто следовали букве закона или до них тоже дотянулась коррупционная рука синдиката? Пишите свое мнение в комментариях. Ставьте лайк, если цените глубокую аналитику. Подписывайтесь на канал Crime Time.ru. Берегите себя. Дальше только жесткая правда. До скорого!